Я его выгнала, а он пошел. Я предложила ему расстаться, а он назад не просится, понимаешь? Вот так, пока нас и не было. Вот Натаха шпилится с Тёмой во все ляжки. То есть ты не ездила к другому мужику пьяной среди ночи? Ездила. Ты можешь мне открыть дверь? Нам надо с тобой поговорить, пожалуйста. Давай поговорим. Да не важно, откуда я узнала. Давай поговорим. Нет. Почему нет? 576 тысяч. Будь добра. Где ты их возьмешь? Как ты их возьмешь? Я? Да. Продавай, что хочешь. Если женщина уходит из семьи, бросает мужа, забирает детей, не забирает детей, неважно. Это всегда означает только то, что эту семью развалил мужик. Вот так, пока нас и не было. Вот Натаха шпилится с Тёмой во все ляжки. Вон так Серега отметили день рождения. Такой она ему сделала подарок. О, трусы на люстре, я охуеть. Ебать, охуеть, вот это шпилево было нахуй. Вот. Вот так приводи друзей с работы домой в гости. И твоих жен до смерти. Вот так мы пришли к другану моему. Такой пиздос. Вот как-то так. Это мой дом. А куда тогда мы идем? Подскажешь, куда мои 23 тысячи? 23. Я делаю? Ты за моей спиной мне рога наставила. Я тебе не ставила рога. То есть ты не ездила к другому мужику пьяной среди ночи? Ездила. Ну. То есть вы с ним не лежали голые в постели и не было. Выложи это все. Пусть люди посмотрят. Пожалуйста, выкладывай. Що? Що таке? А чого ти плачеш? Бо ми з тобою посварились. Серйозно? Що там? Де твої подарунки? Та Богдан, можеш Де ти заходити? подарунки Я не твої? хочу з тобою Де говорити. подаруночки? Я не хочу з тобою говорити. А? Богдан, будь ласка, вийди. Ну може, давай ми завтра поговоримо. Будь ласка, О, тобі, блядь. Троянда в целофані. Оце ти дожилася. Вау, що ти кидаєш? яка сумка. Ти можеш, будь ласка, піти зараз? Ну це краще, ніж Ів Сен Лоран, який я тобі дарував. Будь ласка, ти можеш піти. Понятно. Кидай. А чого ти плачеш, ти мені розкажи? Бо ми з тобою посварились. Все ж добре, тобі он дивися, які подаруночки Я даруюся. думала, це ти. Так, оце б тобі подарував би я. Одну калічну криву якусь троянду в целофані. Це я ж тобі завжди такі букети дарую, так? Богдан, будь ласка, піди. Я тебе дуже благаю. Мене зараз- Ясно. Будь ласка. Ну це все. Що все? Я не винна, що мені це подарували. Це я все. не просила. Що все? Так, а як твою адресу тоді Я дізналася? не знаю, я не Так, не знаюся. Каже, не знаю як. Я Як? Я нікому не Як мені от може говорила. хтось принести подарунок, якщо людина не знає моєї адреси? Це значить, що вона вже була тут. Не було тут нікого. Будь Чи ласка. це він сам приніс тобі? Ніхто мені не приносив Це Гелик нічого. оцей? Ні, я не знаю. Дудончик твій приніс тобі? Він не мій, я не знаю. Так, не твій. Понятно. Ти можеш піти? Що ти хочеш? Ого! Джекпот! Джекпот! А це що? Влада! Влада! Дивися, що тут у нас! Диви! Диви, що це таке? Ой! Як незручно вийшло! Як незручно! А де наш Гаррі Гудіні? А? Де він Будь ласка, ховається? не чіпай мене. А пішли пошукаємо нашого Гаррі Гудіні. Блять, як я сходу не побачив, це жесть. От це як в фільмах, це просто як в кіно. Ні? Не на кухні, в холодильнику може. Чи під столом. В спальні може в ліжечку лежить у нас, ні? Немає? Отакої, я таке люблю. Ні, в моїй шафі нема. На балконі може? Не висить там з вікна голий герой-любовник. Ого! Мені це ще більше подобається. А де ж він ховається? У нас одна кімната залишилася, одна кімната в нас залишилася. Ух! Що? Тут під столом нема. А де? Ну що ти за Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! що ти за цирк влаштовуєш? Одна шафа в нас лишилася. Ти за цирк А влаштовуєш ну? опять? Будь Ні. ласочка, ну вийди. Один, Будь ласка. два Будь ласка, і... ну вийди звідси. Тут так. Немає. Тут вийди. 3. Распаковка! Прошел год, как я приняла решение о разводе, 9 месяцев, как я съехала от мужа, и 6 месяцев с момента официального развода. И я до сих пор страдаю.
Если вы думаете, что если вы инициируете расход с человеком, вам будет легче, то вы ошибаетесь, потому что ты берешь львиную долю на себя именно той внутренней силы, которая тебе дана, а твоему партнеру нет. Когда вы видите, что ваши отношения идут в никуда, вы смотрите в разные стороны, и так больше продолжаться не может. Наверное, поэтому мой бывший муж уже в новых отношениях, а я все еще страдаю. Если вы думаете, что приняв решение о разводе и инициировав его, вы будете дальше легко и прикольно жить, то, к сожалению, это не так. Вам придется столкнуться с огромным количеством мыслей и размышлений о том, что, может быть, я это зря сделала. Каждый божий день я думаю о том, что все могло быть иначе, что у нас могло получиться еще, что, возможно, мы не до конца поборолись. И только периодически возникают мысли о том, что да нет, наверное, все правильно. Вот такая она жизнь разведенки с прицепом. А, сегодня годовщина. Во-первых, я тебе хочу показать. О, это Давай. О, у меня снос. Он мне пойдет? нет. Вы подрезали? Да. Спасибо. Ты что, оригинальный? Да. Ну еще кое-какое. Какое-то, да. Реально? Ты предлагаешь? Да. Я согласен. Все, я снова занятая. Кто? Кирилл? Это Кирилл? Кто это? Это Кирилл? Да. Кирилл, привет. Она? Я, короче, приехала к тебе. Ты можешь мне открыть дверь? Нам надо с тобой поговорить, пожалуйста. Давай поговорим. Вот ты что? Да неважно, откуда я узнала. Давай поговорим. Нет? Почему нет? Почему нет? Я с тобой говорить, все уже. Открой мне дверь, пожалуйста, хотя бы. Я все-таки издалека приехала. Зачем ты приехала вообще ко мне? Давай поговорим. Я хочу с тобой больше говорить. Давай поговорим. Пожалуйста, мне страшно. Открой мне дверь, пожалуйста. Кирилл. Я говорю, все. Нет на этом разговора. Кирилл, открой мне, пожалуйста, дверь. Кирилл. На днях я поделилась историей о том, что я ушла от хорошего мужа, и в последнем ролике можно это заметить, как люди просто неистово начали хейтить меня. И я объясню, почему так происходит. На самом деле это социально неодобряемая позиция, когда ты уходишь от хорошего человека. Я столкнулась с этим уже год назад, это как в тот момент, когда я приняла это решение, и столкнулась с неодобрением моих близких людей. Мне много кто сказал, что я зря это делаю, что это неправильно, а сейчас на меня вылился весь этот просто спектр эмоций других людей, для которых эта тема стала триггером. Многие не понимают, где здесь выбор себя. Я вам расскажу. Выбор себя — это когда я, находясь рядом с человеком, не испытываю тех чувств и эмоций, которые для меня испытывать в порядке нормы. Когда я люблю человека, это взаимно и так далее. Да, он был прекрасным человеком, да, он вообще заботился и ухаживал за мной, и никогда не показывал мне, что я нелюбима или еще что-то. Но здесь еще вопрос стоит о том, что это несправедливо по отношению к нему с моей стороны, когда я не могу дать человеку то, что он действительно заслуживает. И из большого уважения к моему супругу я приняла это решение, потому что я понимаю, что человек заслуживает этого, а я этого дать ему не могу. Но многие люди почему-то начали писать про предательство, про то, что я нанесла ему какую-то там травму и вообще не думала о его чувствах. Но я, как повторюсь, еще раз уже сказала, это социально неодобряемое поведение, поэтому я столкнулась с таким количеством хейта в свой адрес. Когда девушка говорит, что я хочу уйти, мы практически никогда не хотим уйти. Самая большая история у меня с возвращением мужчины начинается со слов «я его выгнала, а он пошел». Я предложила ему расстаться, а он назад не просится, понимаешь? Это самая большая вот распространенная история, как его вернуть. Не он ушел, он бросил, он устал, а я распсиховалась, хотела напугать уходом, хотела напугать разводом. А он такой, ну, хозяин барин, я старался, разводимся так. Она говорит, я заднюю не знаю, как включать. Начинаешь просить, нет, дорогая, все, мой хороший. Ну уж нет, умерла так умерла. Если женщина уходит из семьи, бросает мужа, забирает детей, не забирает детей, неважно, это всегда означает только то, что эту семью развалил муж. Потому что от хорошего мужа не уходят. И даже если она ушла не просто так в пустоту,
например, к любовнику. Женщины не заводят любовников от хорошей жизни. Просто для того, чтобы поразвлечься, как мужчины, например. Поэтому, если инициатором развода была женщина, это всегда означает, что семью развалил мужик. 5-й месяц после самого жесткого расставания в моей жизни. И я по-прежнему, что бы я ни рассказывала, что бы я ни делала, получаю от подписчиков, от знакомых такую фразу: «Катя, да ты просто забудь, да ты просто отпусти, что ты страдаешь». Почему же этот совет не работает? Потому что он тупой своей безжизненностью и оторванностью от реальности. Это, знаете, как голодному сказать: слушай, да ты просто не думай о еде. А когда мне говорят: Катя, отпусти, это как будто бы требование к моей психике совершить действие, которое она просто не может совершить усилием воли. Будто отпускание — это кнопка, которую я могу нажать, и все. Перестала страдать, двигаюсь дальше, забыла. Валя, а ты вообще, когда заливала вместо дизеля бензин, вообще думала башкой своей? А ты мне говорил, что лить нужно? Я тебе всегда говорил, что мы на дизеле ездим. На твоей машине. Я понимаю, теперь это тебе счета. Так ты мне... За форсунки, за ремонт двигателя. Ты мне другую подарила, она... 576 тысяч. Будь добра. Где ты их возьмешь? Как ты их возьмешь? Я? Да. Продавай, что хочешь. Но чтобы двигатель отремонтировала за свой счет. Не с семейного бюджета. Все понимаешь? У меня есть козырь. Какой? Свидетельство о браке. И что? Все на мне. Ну, я понимаю. Дальше что? Ты мне подарила, и потом хочешь, чтобы я ее обслуживала, что ли? Пипец ты. Я тебе все сказал. Угу. Я обосралась. Полгода назад я решилась на развод. Мне 44, и идеального дома больше нет. 8 лет в своих соцсетях я показывала, какой у меня красивый, уютный, эстетичный дом, какая я хорошая мама, хозяйка и жена. И мне капец как страшно и стыдно признаваться, что все было не так. Я поправилась на 15 килограмм, мое здоровье в полной жопе, я уже потратила на обследование около 100 Я ору на своих детей, я запустила свой дом, я разучилась зарабатывать, я не знаю, как содержать себя и детей. Единственное, что я умею делать, это вести соцсети. Я думала, что наш брак навсегда. Я думала, что мы вместе будем воспитывать внуков. Сейчас мне приходится начинать с нуля, с самого начала. Я по кирпичику буду выстраивать свою новую жизнь. Видели видео, где говорят: не выходите из долгосрочных отношений, потому что сейчас творится на одиноком, так скажем, рынке, это правда. Я тот самый человек, который очень давно один. Я состояла в долгосрочных отношениях, причем они были действительно нормальные, где меня уважали, ценили. Я могла говорить то, что думаю, и мои потребности уважали. Оказывается, это был роскошный максимум, хотя для меня это был базовый минимум. Так, мой бывший муж прекрасный человек, он очень ответственный, воспитанный, он не пьет, не курит, занимается спортом, он ни разу даже не было намека на то, чтобы он на меня поднял руку или меня куда-то толкнул, замахнулся, что такое. Он обожает детей, он занимается домом, он работает на 2 работах, содержит нас всех. И поэтому женщины, у которых мужья не делают даже такую базу, не понимают, почему я развелась. Сложно сейчас 40-летней женщине 40-летнего мужика найти. Смотришь, он такой хорошенький, шапку снимает, лысый. Не смотришь, скинь. Мужикам тоже сложно. Она в одежде симпатичная, а разденешь. Как бы это развидеть? И вот так ищут они друг друга сквозь дебри, дряблые и залысины. Почему я отказала мужчине в знакомстве, который подъехал ко мне на Ламборгини? Подъехал, сигналит, пускает окно, показывает «подойди». Я ему говорю: если ты хочешь познакомиться, выйди с автомобиля и подойди ко мне. Подходит, уже недоволен моей простой просьбой. Говорит: откуда ты? Where are you from? Let's chill together. Я ему говорю: почилить ты можешь с эскортницей. А со мной можно сходить на ужин или на обед. На что он начинает оправдываться. Говорит: ты меня не так поняла, я хочу отношений, я весь такой серьезный мужчина. Я ему говорю: нет,
Нет, уже не интересно. Мужчина, я искренне не понимаю, почему вы пытаетесь объяснить Персику, что он лимон. Зачем вы лезете к девушке, которую избаловал какой-то другой мужчина до определенного уровня, и для нее это норма, а вы с этим не согласны. Если вы не доросли до такого уровня, где другой мужчина до этого дорос, значит, просто не лезьте к этой девушке и найдите себе другую. Зачем вы пытаетесь снизить планку, снизить запросы другой девушки? Вам либо нужно расти до нее, либо уступать место другому. В моей жизни был красивый спортивный мужчина, который вложил в меня 2 миллиона рублей перед тем, как у нас с ним начались какие-либо отношения. И для него это было нормально. Когда вы приходите в магазин Mercedes, вы просто принимаете цены от поставщика. Пытаетесь выпросить скидку или сторговаться в сервисе на запчастях. Вы просто понимаете условия рынка. Также с девушками. Есть уровни попроще, есть уровни посерьезнее.